Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Делай Сам, и с вами снова Алексей. Сегодня я хочу показать вам свое приобретение для дома, для мастерской, для выезда на природу, на рыбалку, на охоту. Приобрел я себе вот такой инверторный генератор, бренд H&D, модель у нас GE2200GI. Приобрел почему? Потому что это инвертор, и он работает гораздо тише и экономичнее. Сейчас мы посмотрим, что у нас там внутри и что из себя представляет вообще. Запустим, протестим. Так что приятного просмотра. У нас вот такой вот разъемчик с крокодильчиками. Это, я так понимаю, для аккумулятора на 12 вольт. Ключ, свечник, отверточка и такая вот горловинка. Я думаю, это для масла. И даже положили вот такую вот вилочку. Сама инструкция с гарантийным талоном. Советую всегда, кто приобретает какую-то технику, изучить саму инструкцию. Ну и вот сам генератор. Весит 22 килограмма, без бензина и масла. Это прям очень удобно. Можно загрузить в машину и смело вывезти с собой. Ну и, собственно, вот так он выглядит у нас. Заводилочка, рычаг заводки, панелька. Здесь мы видим, у нас нагрузка, перезагрузка, уровень масла, включение тут вилочек, USB-шка, есть разъем, тумблер, эко можно включить. Тут у нас тумблера, это разъемы для параллельного подключения, то есть он подключается параллельно. И вилочку по 220, по 230 вольт. И здесь у нас такие регулировочки, то есть на холодную мы опускаем на заслоночку, прогреваем, потом включаем. Надо выключить, выключили. То есть вот так вот выглядит. У нас он получается на 230 вольт, 50 герц. Сила переменного тока 9 ампер. Постоянный ток 12 вольт, 8 ампер. Номинальная мощность 2 киловатта, максимальная мощность 2,2 киловатта. Однофазный. Так, что у нас тут еще из важного есть? Максимальная высота места монтажа 1000 метров, IP23. Так, максимальная температура окружающей среды 40 градусов. Ну, это плюс-минус получается. Объем топливного бака 4,5 литра. Весит, как я сказал, 22 килограмма. Вот так. Такой вот малыш, красотка. Ну и здесь у нас выхлопная система. Ну, теперь нам нужно залить маслица, потому что в комплекте не поставляется масло. 10В30 четырехтактного двигателя. Я приобрел вот такое масло. Тут 350 мл. Я взял на 600. Вот 10В30 четырехтактного двигателя. Теперь нам необходимо открыть крышечку. Здесь у нас как раз место под обслуживание свечи. Вот так вот. Видите, как все это выглядит. Такой миниатюрный мотор. С медной обмоткой. А какие особенности нашего аппарата? Это экономичный режим, медная обмотка, Oil Alert, защита от низкого уровня масла и возможность параллельного подключения. Видите, с резьбой все. Не нужно ничего придумывать. Всегда очень это неудобно. А тут хорошо, молодцы, придумали сразу поставить такую вот леечку. Ну и по тому же принципу закрываем крышку. Теперь заливочка бензина. Тут даже у нас есть краткое руководство по запуску. Как все нужно сделать, чтобы как пользоваться. Бак у нас на 4,5 литра, повторяюсь. Здесь у нас есть такая тоже перещелочка on-off. То есть при включенном двигателе мы открываем на on. Ну, давайте прям попробуем на холодную. Переключаем на заслоночку и попробуем завести. Слышите, как работать в мастерской, да, это прям любой инструмент гораздо громче работает, а это генератор. То
То есть прям вообще шикардос. Давайте Ну, теперь, я думаю, можно уже так. Ну, вы слышите, да, в мастерской это как работает. Это помещение 5×4, ой, 5×6 у меня помещение. То есть очень тихо. Это классная тема для дач, для частного сектора, чтобы никого не пугать, никого не шуметь. Я приобретал почему себе такой генератор? Потому что у меня дома газовый котел и периодически включается электропитание. И хотя бы можно запитать газовый котел и будет у тебя отопление. Это уже огромный плюс. И можно также насос запустить какой-нибудь. Протестим и посмотрим. Давайте попробуем сейчас ленточно-пильный станок вот запустить. Как видите, ленточку спокойно тянет ленточно-пильный станок. Друзья, ну как могли заметить, да, для вот ленточной пилы, для точила, там освещения это вполне достаточно. Для моих задач, которые для чего я себе брал вот этот генератор HND GE2200GI, вполне будет за глаза. Потому что я брал раз для котла, второе брал, что можно выехать на природу куда-то, сделать дополнительное освещение, там что-то, послушать музыку. Тем более можно заряжать, у нас получается есть USB-шки, телефоны, гаджеты и так далее. Подключать 12-вольтовое оборудование, я думаю, прям супер. Вот такой у нас обзорчик вот такого вот генератора. Все прекрасно работает для домашней мастерской, для дома за глаза. Друзья, у нас получился вот такой вот небольшой обзор вот такого инверторного генератора. Я надеюсь, ролик был полезен и интересен. Я не хочу сравнивать, просто у меня есть так-то обычный генератор на 2 киловатта. Но он в разы больше, и его нужно постоянно таскать, и это прям гораздо тяжелее. По крайней мере, видели, даже в машину помещается простой седан, и спокойно входит, и можно всегда взять с собой на рыбалку, на пикник, куда-нибудь на природу. Ну а самая главная задача, это чтобы вот питал мой газовый котел, потому что иногда зимой отключает свет, и это очень такое проблематичное, когда не знаешь, насколько тебе отключили электропотребление. Вот, а все-таки поставил, завел розеточку, подключил котел, и будет у тебя отопление. Это уже самое главное, что будет в доме тепло. Вот, вам же я всем желаю крепкого здоровья. Спасибо за просмотр. Вот, до новых встреч, увидимся. Пока.